Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре киргизский сорт пористая. Значит, пришло мне тут в голову ее почистить. Она поскрипывала, думаю, дай-ка я почищу и посмотрю. Вот смотрите, вот это не чищенная, а это чищенная. Вот видите разницу? Я вам скажу так, нечищенная иногда поскрипывает. Ну, так как я для себя приняла решение все-таки ее всю почистить, так что буду грызть чищенную, которую я чистила. Вот так. Кстати, она не чищенная, более пыльная, чем чищенная. Сорт плотный. Такого приятного серого цвета. Пористой ее, скорее всего, назвали, потому что у нее структура такая пористая, но в то же время она плотная. Как практически все киргизские сорта, залипает. Угу. Вообще не соленый кусок. Где-то очень отдаленно легкая солинка, хотя сорт очень соленый. С ярким вкусом мокрой земли. Сейчас мы с вами погрызем сначала, а потом я буду описывать. Вот очень интересный сорт. Некоторые куски попадаются мягкие, более рыхлые, а некоторые прям плотные. Некоторые кусочки чистые, а в некоторых прям такой ощутимые песчинки попадаются. Не прям весь песок, а вот иногда похрустывают на зубах песчинки именно. Так.
ради эксперимента все-таки я откушу вот такую вот, так сказать, природную. Угу. Знаете, что сейчас заметила? Нечищенная. Она намного по соли сильнее, чем чищенная. Видать, соль находится на поверхности, и она прям горько-соленая. У чищенной соль так не ощущается. Угу. Пористая. Значит, в нечищенном виде, видать, на поверхности много соли, и она очень и очень сильно соленая, прям горько-соленая. Этот сорт очень интересный, я бы хотела побывать на карьере, где добывают. Очень интересная структура. Она действительно пористая. Значит, как она себя ведет? Когда вы ее откусываете, она сначала сухая, но очень быстро превращается в жирную густую массу, которая прилипает абсолютно ко всем зубам. По залипанию я ее могу сравнить со Станой 1. Но прилипает ко всему, к чему только можно. Сорт в меру средней плотности, я бы так сказала, в меру плотный, с глухим хрустом. По вкусу, значит, если ее почистить, соль уходит, грубо говоря, наполовину. То есть она соленая, но не мешает основному вкусу. У нечищенной чувствуется соль, горечь, и только при полном разжевывании чувствуется мокрая земля, чернозем. Отдает печкой, печным вкусом. Вообще она похожа на печную глину, запеченную, вот так я скажу. Похожа на запеченную глину. В чищенном виде все то же самое. Значит, очень мокрый чернозем, печной вкус, но соль чувствуется не так сильно, как в нечищенной. Я ее всю для себя почищу, потому что в таком виде, и в таком виде она скрипит сильнее. В чищенном виде, если ее почистить, мало того, что соль уходит, и не чувствуется такой сильный скрип, как в нечищенной, но попадаются иногда, она не скрипит песком, маленькие частички, но иногда попадаются крупные частички. То есть как повезет, все зависит от кусочка. Чем плотнее кусок, то есть монолитнее. Вот сейчас я вам покажу для примера. Вот видите, если вот такой, то они практически не скрипят. Если пористый, то бывает, да, попадаются крупные частички. Сорт этот я люблю, сорт мне этот очень нравится. Так что любителям розовой узбечки, голубой узбечки, любителям солененького, да, классно. Но кто не любит, нет, не пробуйте. Вы кроме соли ничего не почувствуете. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.